Представь себе, огромный черный лимузин, который весит больше, чем слон, едет по улицам Вашингтона, а его пассажир — самый охраняемый человек на планете. Этот монстр называется The Beast, президентский лимузин США. Он не просто бронирован, он почти как танк. Его броня толщиной в несколько дюймов из многослойной стали и керамики, окна толщиной с кирпич, а двери такие тяжелые, что обычный человек их даже не откроет. Но самое невероятное, The Beast может выдержать взрыв противотанковой ракеты или на его борту всегда есть запас крови президента, кислородная система и даже устройство для подавления связи. Это не просто машина, это движущаяся крепость. Но ты удивишься, узнав, что его цена сопоставима с частным самолетом, и это лишь начало нашего списка. Что же может показаться еще более безумным? Представь, что следующий автомобиль выглядит как обычный джип, но выдерживает взрывы под колесами. Танк в образе джипа, военные бронемобили МРАПу Mine Resistant Ambush Protected кажутся просто большими внедорожниками, но это иллюзия. Их корпус построен по V-образной схеме, чтобы отводить ударную волну взрыва. Эти машины прошли испытания в Ираке и Афганистане, где мины и самодельные бомбы ставили смертельные ловушки на дорогах. МРАП могут выдержать взрыв в сотни фунтов тротила прямо под брюхом и продолжить движение. У них бронированные стекла, шины с вставками против проколов и возможность эвакуации раненых прямо под обстрелом. Ты удивишься, но по весу МРАП могут конкурировать с танками, хотя на первый взгляд этого не скажешь. А вот следующий автомобиль способен шокировать даже видавших многое. Он весит больше, чем танк, но не предназначен для войны. Mercedes Maybach S650 Pullman Guard. Автомобиль, который стоит около 10 миллионов долларов. Он бронирован по уровню VR-10, что значит выдерживает обстрел из автоматов, винтовок с бронебойными патронами и взрывы с близкого расстояния. Но при этом внутри роскошь на уровне частного самолета. Кожа, дерево, шампанское, холодильники, экраны. Этот автомобиль не для войны, а для супербогачей, которые готовы заплатить за безопасность и комфорт. Машина оснащена системой пожаротушения, аварийным кислородом и специальными шинами, которые могут ехать даже с проколами. Это не просто броневик, это бронированный дворец на колесах. А теперь давай перенесемся в Россию, где создают собственных бронированных монстров для высшего руководства. Аурус Сенат — это не просто лимузин, а национальная гордость России. Машина была создана специально для Владимира Путина и выдерживает не только обстрелы и взрывы, но даже химические атаки. Бронированный кузов, герметичные двери, автономная система подачи кислорода и защита днища — это лишь малая часть возможностей Сената. Машина весит более 16 тысяч фунтов и может ехать на пробитых шинах. Ее интерьер украшен кожей и деревом, но главное — это защита. Сенат разрабатывался с расчетом на самые сложные сценарии, включая нападения с воздуха и попытки радиоэлектронного подавления. Это не просто машина, это символ власти и силы. Но как думаешь, какие машины строят страны, находящиеся в постоянном военном напряжении? Там броня приобретает совсем другой смысл. Израильская неприступная крепость. В Израиле, где угроза террористических атак всегда высока, создали Plasan Sandcat — бронированный автомобиль, который кажется почти невидимым. Он легкий, маневренный и при этом обладает броней, способной выдерживать взрывы мин, обстрелы из автоматов и даже нападения с гранатометов. Sandcat использует спецподразделения Израиля, полиция и армия. Машина разработана так, чтобы быстро менять модули, от патрульной до штурмовой версии. При этом водители и пассажиры защищены многослойными стеклами, а шасси способно выдержать нагрузку в 1000 фунтов, распределяя ударную волну от взрыва. Но что особенно поражает, Sandcat не выглядит громоздко. Он почти сливается с гражданским транспортом. Однако есть один немецкий зверь, который стал легендой не меньше. Немецкий секретный зверь Mercedes G-Class в бронированной версии от Brabus или Centigon — это не просто роскошный внедорожник. Он способен выдерживать выстрелы из винтовок, взрывы гранат и нападения с использованием автоматического оружия. Его бронированные панели, толстые стекла и усиленные двери делают его выбором для топ-менеджеров, политиков и звезд, которым угрожает опасность. Несмотря на защиту, G-Class сохраняет невероятную скорость и проходимость, что делает его идеальной машиной для побега. Но есть одна вещь, которую знают только инсайдеры. На таких машинах часто ставят скрытые системы подавления слежки и GPS-обмана. Это уже не просто внедорожник. Это настоящий инструмент выживания. Теперь перенесемся в Великобританию, где бронемашины созданы с расчетом на военные миссии.
Британский военный монстр Мастиф — это британский броневик, который используется в горячих точках по всему миру. Он устойчив к минам, самодельным взрывным устройствам и обстрелам из пулеметов. Мастиф весит более 40 тысяч фунтов и способен перевозить более 10 человек вместе с грузом и вооружением. Его V-образное днище защищает экипаж от подрывов, а стекла толщиной с кирпич дают защиту от осколков и пуль. Машина оборудована системой автоматического подавления огня и имеет возможность движения даже при поврежденных шинах. Но самое любопытное, Мастиф умеет использовать дымовые завесы для ухода от преследования. А теперь давай взглянем на французскую бронетехнику, где технологии и стиль идут рука об руку. Французская техномагия. Nexter Aravis — французский бронированный транспорт, созданный для сложных боевых операций. Он защищает экипаж от мин, бомб, ракетных атак и пулеметных обстрелов. Aravis оснащен высокотехнологичными датчиками, которые сканируют окружающее пространство и позволяют заранее выявлять угрозы. Его система активной защиты может сбить гранату или ракету до того, как они ударят в корпус. Но при всей своей тяжести, более 30 тысяч фунтов, Равис развивает скорость свыше 60 миль в час. Внутри пространство для 6 бойцов с полным вооружением. Это не просто броневик, это высокотехнологичный бастион на колесах. Но если ты думаешь, что это впечатляет, подожди, пока мы доберемся до Швейцарии, где мастерство брони дошло до совершенства. Швейцарский скакун брони Movag Eagle. Швейцарская многоцелевая бронемашина, созданная с точностью часового механизма. Она предназначена для разведки, патрулирования и поддержки специальных операций. При массе более 20 тысяч фунтов Eagle обладает броней, способной выдерживать обстрелы из автоматов и снайперских винтовок, а также взрывы мин и гранат. Интересно, что машина оснащена не только стандартными системами защиты, но и высокоточными камерами, которые работают даже в полной темноте. Благодаря своему дизайну Eagle может маневрировать по узким горным дорогам и городским улицам, оставаясь почти невидимым. Но главное, он способен перевозить до 6 бойцов с полным комплектом снаряжения, обеспечивая им полную защиту. А теперь перенесемся в Италию, где броня сочетается с удивительной скоростью. Итальянская быстрая броня. Iveco LMV Light Multi-Role Vehicle. Итальянская легкая многоцелевая бронемашина, которую используют в самых разных миссиях. Она разработана так, чтобы быть не только устойчивой к взрывам и обстрелам, но и быстрой. LMV разгоняется до 60 миль в час даже по пересеченной местности. Ее броня модульная, что позволяет быстро менять уровень защиты в зависимости от миссии. Современная электроника, которая помогает водителю видеть скрытые угрозы и быстро принимать решения. Но что особенно интересно, Iveco LMV используется не только в Италии. Ее покупают армии многих стран, включая Великобританию и Норвегию. Дальше отправляемся в Канаду, где создан настоящий гигант среди бронированных машин. Канадский бронированный гигант TAPV — Tactical Armored Patrol Vehicle. Канадская тактическая бронированная машина весом более 30 тысяч фунтов. Ее разрабатывали с расчетом на участие в миссиях НАТО и патрулирование в экстремальных условиях. TAPV выдерживает взрывы мощных мин, обстрелы из крупнокалиберного оружия и даже прямые удары из гранатометов. Машина оснащена системой кругового обзора, пулеметами и гранатометами, а внутри место для полного отделения бойцов. Интересно, что TAPV разработан для работы в условиях крайнего севера. Усиленные подвески и мощные двигатели позволяют ему преодолевать снежные и ледяные просторы. Но настоящая броня рождается там, где приходится бороться с зимой и грязью каждый день, в Швеции. Шведский ледяной зверь Patria AMV — шведско-финская бронемашина, созданная для использования в самых суровых условиях. Она весит более 25 тысяч фунтов, имеет модульную броню, которая защищает от мин, самодельных взрывных устройств и артиллерийских обстрелов. Особенность AMV — ее амфибийные способности. Машина может пересекать водные преграды и двигаться по болотам и снегу. Внутри место для до 8 бойцов с полным вооружением. Patria AMV успешно используется армиями Финляндии, Швеции, Польши и других стран, демонстрируя отличное сочетание защиты и мобильности. Но как ты думаешь, что выберет элита Японии, где бронированная защита сочетается с легендарной надежностью? Японский бронебойный самурай. Toyota Land Cruiser с уровнем бронирования B6 и B7 — выбор многих элитных клиентов по всему миру, включая Японию. Эта машина выглядит почти как обычный внедорожник, но ее броня выдерживает обстрелы из автоматов, взрывы гранат и даже мощные бомбы. Внутри кожа, дерево, системы подавления огня и кислородные модули. Land Cruiser бронируют компании вроде Incas или Alpine Armoring, превращая стандартные модели в настоящие крепости на колесах. Эти машины популярны у дипломатов,
бизнесменов и военных командиров, которым нужна максимальная защита при сохранении мобильности. Но финальный аккорд оставим за американским чудовищем, которое не остановить ничем. Грузовик, который не остановить. Oshkosh MATV — американский бронированный грузовик, созданный для выполнения боевых задач в самых опасных точках мира. Его броня рассчитана на то, чтобы выдерживать удары самодельных взрывных устройств, мины, обстрелы из крупнокалиберного оружия и даже нападения с гранатометами. Машина весит более 30 тысяч фунтов, но при этом развивает скорость до 60 миль в час и способна преодолевать грязь, болота и снежные поля. Oshkosh MATV оснащен усиленными шинами, которые продолжают движение даже после нескольких пробоев, а его экипаж защищен системой подавления огня и внутренней системой фильтрации воздуха. Но что делает его по-настоящему особенным, это возможность быстро адаптироваться под любые миссии. От транспортировки личного состава до установки на борту тяжелого вооружения. Этот грузовик стал символом американской военной мощи, а его силу проверили на практике во множестве конфликтов, начиная с Афганистана и заканчивая Ираком. Oshkosh MATV — это подвижная крепость, которую практически невозможно остановить, даже если дорога превращается в поле боя. Бронированный монстр Мексики — Inca Sentry. Бронированный внедорожник, который производят в Канаде, но активно используют элиты и спецслужбы Мексики. Эта машина создана на базе Ford F-550 и способна выдерживать нападения из автоматов, снайперских винтовок и даже взрывы самодельных бомб. Внедорожник оснащен системой ночного видения, многослойными пуленепробиваемыми стеклами и герметичным топливным баком. Его используют для перевозки VP-персон, а иногда даже для охраны перевозок наличности и ценных грузов. Но что удивляет, несмотря на массивность и вес более 20 тысяч фунтов, Inca Sentry разгоняется почти как спортивная машина. Секретный защитник Ближнего Востока, Straight Typhoon — бронированный монстр, который активно используется странами Персидского залива. Он может выдержать обстрелы из автоматического оружия, взрывы мин, а внутри — до 12 бойцов с полным комплектом вооружения. Эта машина оснащена дистанционно управляемыми турелями, камерами ночного видения и современными системами связи. Особенность Straight Typhoon — его модульная конструкция, позволяющая быстро менять броню и вооружение. Это настоящий швейцарский нож на колесах, созданный для самых сложных миссий. Индийская неприступная крепость. Tata Kestrel — индийская боевая бронированная машина, разработанная для индийской армии. Она весит более 25 тысяч фунтов, имеет амфибийные возможности и может перевозить до 10 бойцов с полной экипировкой. Tata Kestrel устойчива к обстрелам, взрывам и артиллерийским осколкам, а ее броня многослойна, включая композитные материалы и керамику. Машина используется как для транспортировки пехоты, так и для огневой поддержки, а ее высокая мобильность позволяет работать даже в горах и пустынях. Южноафриканский король защиты Мараудер — это легендарная южноафриканская бронемашина, известная своей устойчивостью к взрывам. Ее создавали специально для движения по минным полям и опасным территориям, и она выдерживает взрывы до 20 фунтов тротила под колесами или днищем. Мараудер способен перевозить до 10 человек и имеет запас хода более 600 миль. Ее использовали в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии, а слава о ее прочности распространилась даже за пределы военной сферы. Частные охранные фирмы также закупают эти машины. Бронированный монстр Австралии. Bushmaster — австралийская многоцелевая бронированная машина, которая сочетает мобильность, защиту и надежность. Весом более 22 тысяч фунтов она защищает экипаж от мин, самодельных взрывных устройств и обстрела из стрелкового оружия. Bushmaster используется армиями Австралии, Нидерландов и Великобритании. Особенность машины — ее автономность. Она может работать вдали от базы, имея собственные системы жизнеобеспечения, связи и даже водоснабжения. Этот монстр создан для операций в пустынях, джунглях и горах и выдерживает испытания, которые ломают большинство других машин. Каждая из этих машин — пример того, как инженерная мысль и суровые требования поля боя создают настоящие шедевры бронированного искусства. И, возможно, будущее принесет нам еще более впечатляющие образцы, о которых пока известно лишь самым посвященным.